Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Кулакова Ольга, и это канал Кукольные детальки. Сегодня я вам расскажу, как я делаю авторскую куклу. Это первое наше занятие, и сегодня мы попробуем слепить голову. Какие же инструменты и материалы я использую? Запекаемая пластика фирмы Артефакт. Она мне очень нравится, она обладает тем, что она полностью затвердевает при термообработке и устойчива, например, если вы потом в дальнейшем будете делать из нее гипсовую форму, она вот очень хорошо поддается этому процессу гипсования, и голова после этого остается целая. Если делать из того же Левендова, к примеру, да, который считается самым лучший в работе над куклой, он, естественно, и самый дорогой, и, естественно, им лучше работать, если, например, вы новичок, то берите Левендов. Но мне по своей структуре больше нравятся подобные пластики, потому что, еще раз повторюсь, на выходе изделие получается очень прочное. Естественно, это фольга. Фольга нам нужна для подложки. Мы будем формировать из нее болванку. Это обычная пищевая фольга, и она потом останется навсегда в кукольной голове. Мы ее не достаем. Далее у меня есть такое приспособление. Оно для шарнирных кукол. Это просто такие формочки для создания полусфер. Очень удобно, что вы запихиваете туда пластик. Да, если вам нужно сделать одинаковые две детали, нужно одинаковое количество пластика. Вот. И вот эта штучка помогает брать одинаковые кусочки. Ну, а также помогает, естественно, делать полушарики такие. Для глаз очень хорошо. У меня всегда лежит вот такой череп. С одной стороны череп, с другой стороны череп с мышцами. Всегда интересно посмотреть на анатомию. И мои инструменты. Не смотрите, они у меня уже такие все заюзанные, рабочие, но любимые. Самый любимый это у меня макетный нож. Я периодически меняю лезвие, чтобы оно было острое. Далее на таком же первом месте у меня стоит вот такая вот полуспица, полуиголка. Здесь такой округлый кончик, здесь острый кончик. Зубоврачебные всякие шпательки. Продаются в любой медтехнике. Из маникюрного дела вот такие вот тоже инструментики. Вот этот очень мне нравится. Здесь такая лопаточка есть, она очень удобная. И в принципе я держу ее, с одной стороны, здесь такой режущий элемент, но я держу его из-за вот этой лопатки. Очень удобно делать глаза. Это просто так на подмогу. Тоже из ногтевого сервиса. Из флористики. Стеки с бульонками на конце разных диаметров. И вот такие вот спицы для вязания. Тоже разных размеров. Также у меня всегда стоит вода. Вот, и обычная линеечка. И начинаем. Начинаем нашу работу с того, что делаем болванку под наше личико. У нас голова, в сумме это форма яйца овоида. И сейчас нам нужно сделать такое яичко из фольги. Поэтому я беру примерно полметра фольги и аккуратненько делаю из него сначала шарик, а потом яйцо.
покатаем по ровной поверхности, но сильно не сминаем. Фольга должна быть воздушная. Потом с одной стороны делаем такой острый конец. Убираем асимметрию. Подправляем наше яйцо. Если вот это у нас фронтальная, это боковая, максимально делаю такой острый конец. Делю нашу голову на две части. Где-то на 6,5, значит где-то на 3. Делаю такую выемку. Сбоку это смотрится вот так вот. На лбу с двух сторон прижимаю фольгу в височных долях. Проверяю по 4 точкам низ, вверх, право, лево, чтобы было примерно все одинаково, без перекосов. Если перекос какой-то обнаруживается, мы подправляем. Теперь после фольги нужно хорошо промыть руки, потому что такая серость остается на руках, и потом у вас попадет на пластик, на само лицо. Далее берем кусочек пластика, разминаем его, катаем вот такой вот блинчик, не толще 1 сантиметра, и покрываем им нашу болванку. Я не покрываю болванку полностью, я буду делать несколько полузапеков. И пластик здесь всегда мешается, как показывает опыт. Поэтому пока что полностью оборачивать мы не будем. Покрыли и проверили симметрию, чтобы все было гладенько. При необходимости можно взять немножко воды и загладить поверхность пластика. Теперь нам нужно будет разметить наше лицо. Посерединке, снизу вверх, сверху вниз провожу линию, делю
пополам наше личико. Это будет середина глазок. Делю расстояние от середины глазок еще раз пополам до кончика. Это конец носа. И еще раз пополам конец нижней губки. Сильно бороздки не делаем, просто намечаем, чтобы мы знали, а не чтобы их было видно. Меряем вот это расстояние. Здесь должно укладываться 5 глаз. Где-то 5,5 сантиметров. Посерединке отступаем от центральной линии по сколько у нас? По 5,5 миллиметров. Это у нас 1. Находим ширину носа. Также начало глаз. Глаза длина тоже у меня 1,1 сантиметр. Разминаю маленький кусочек пластики. И добавляю на лоб дополнительный пластик. Убираю стыки. Я загладила стыки. Теперь также приплюскиваем двумя пальчиками височные доли. И как бы лобик заглаживаем вверх. Далее также разминаю кусочек пластика. Катаю колбаску. Приставляю ее на место носа. И заглаживаю пластик. Двумя пальчиками я сбоку примяла. И убираю стыки.
Намечаем уголки глаз. Вот с этого места у нас уже будут глаза. У основания носа таким округлым стеком делаю такие вот движения. С двух сторон. Разравниваем таким образом место под глаза. Разровняли и загладили, чтобы не было видимых таких резких переходов. Носик пока не трогаем. Теперь берем вот такую вот штуку, если у вас нет, вы делаете на глаз, катаете глазик, который был на 30% меньше, чем 1,1 сантиметр, 11 миллиметров. У меня такой размер, это размер С. Вот такая вот сферка. Я катаю два глазика. Перед работой смажу форму. Беру обрезаю основание. И ставлю эти бусинки в нужное нам место. Далее катаю еще два шарика. Это будут нижние веки. Лучше катать одновременно,
Нижнее веко делаю в форме треугольника, плоского достаточно. Раз. И заглаживаем. Загладили. Теперь я возьму вот такой вот круглый стек и сделаю бортик нижнего века. Теперь возьму вот такой стек и в конце глазика округлю. Теперь возьмем стек и сделаем вот такое вот углубление. Загладим. Округлым стеком у основания нижнего века делаем вот такие вот округлые движения, как бы подчеркиваем нижнее веко. С другой стороны, и это же веко, этим стеком вот так вот заглаживаем. Рельеф немножко сбился, мы подчеркиваем. Лопаточкой. Также округлым стеком подчеркиваю бортик нижнего века.
У основания ставлю слизнячок. Лишнюю массу бортика убираю по всей длине. Она должна быть равномерной. Загладили водичкой нижние веки. Взяли вот такой вот стек и придали округлую форму нашим глазным яблокам. Манипуляции с ними их немножко поистрепали. Этим же стеком разгладили поверхность в месте верхнего века. Теперь нам нужно сделать само верхнее веко. Мы катаем такую колбаску, очень тоненькую. Опоясываем ей верхнее веко и удаляем остаток. Теперь аккуратненько загладим стык основной массы с нашим верхним веком. Также виднелся ровный бортик.
То же самое делаем со вторым веком.